Привет, друзья! Мы в Таиланде. Всем хорошего отдыха! Итак, мы с семьей в этот раз решили отправиться в путешествие в одну из самых популярных стран среди туристов, и это Таиланд, а точнее остров Пхукет. Естественно, первым делом мы тут же отправились на пляж Корон, который находился буквально в 5 минутах от отеля. Пляж просто огромный по своей протяженности и весь усыпан шезлонгами. Пляж довольно чистый, песок очень мелкий, приятный. Порой, когда идешь по нему, то можно услышать под собой хруст, похожий на тот, что бывает, когда идешь по снегу. Здесь можно разместиться как на песке, так и на шезлонге. Стоимость аренды шезлонгов на пляже составляет 200 бат. В стоимость входят 2 шезлонга и зонтик. И тут не важно, берешь ты шезлонг на пару часов или же на весь день. Мы же в первый день разместились просто на песке, оставили вещи и побежали купаться. Несмотря на то, что погода была облачная, вода была довольно теплой. Также нам повезло с дополнительными водными аттракционами в виде волн. Купаться в них было весело. Еще нам удалось поснорклить. Это, конечно, не Египет, но посмотреть тоже было на что. Мы в Таиланде с волнами. И которые нам вечером мешают искупаться. Весело же с ними, нет? Весело. Под вечер волны разошлись не на шутку и смыли все наши вещи, которые лежали на песке. Однако отдыхающие рядом люди спасли часть наших вещей, пока мы пытались выйти из моря. Вечером мы отправились исследовать наш район Корон и заодно сходили на вечерний базар, который работает по вторникам и пятницам. По дороге к рынку мы встретили огромное количество всевозможных массажных салонов, кафе и ресторанов, где вам приготовят блюда из свежих морепродуктов, маленьких магазинчиков, где можно купить фрукты или же заказать себе смузи на выбор. Покусал. Сладый котик ты какой-то. Давай забери уже. Встретили даже местную белку, которую нам разрешили погладить. It's okay, Chino bite. Похоже на хомячка. На хомячка ты ж погладила. На хомячка, но это белка. Thank you. Вечерний рынок находится на территории местного храма Ват Корон, также известного как Дворец Дракона. На входе в рынок очень оживленно. Здесь торгуют местным фастфудом, овощами и фруктами, которые можно купить как килограммами, так и попросить нарезать кусочками. Также отовсюду разносится музыка, и естественно Соня не упустила момент и пустилась в пляс. Основную часть территории рынка занимают палатки с одеждой, сумками, обувью, различными сувенирами, косметической продукцией и всякой всячиной, в основном ориентированной на туристов. Лично мы купили на рынке вот такие светильники в виде жирафов. Вам их могут предложить купить на пляже, но стоить они будут в разы дороже. Еще взяли магнитики на сувениры и кашемировые шарфики. Насколько они по-настоящему кашемировые, мы не знаем, но нам понравилось их качество. И, конечно же, не забываем торговаться. Тайцы могут сделать хорошую скидку. Все остальное на рынке лучше не брать. А пройдите дальше от храма метров 30 по дороге и увидите небольшой магазинчик. Там будут самые низкие цены в районе. Можно купить различные крема, пасты, чай, конфетки
и еще много чего, и все это будет в разы дешевле, чем на рынке или же в аптеке. Жили мы в отеле Центара Корон Резорт. Это 4-звездочный отель со своей территорией и 3 бассейнами. И сначала отправимся на завтрак. Выбор еды довольно широкий. Тут и различные салаты, супы, из мяса либо курица, либо свинина. 7 видов разной яичницы, каши, много фруктов, также много разных булочек. Короче, с пустым животом не уйдешь. После завтрака отправляемся изучать территорию. И тут у нас бассейн для тех, кто приехал с детьми. Здесь 2 водные горки и различные маленькие бассейны. И вот такая игровая площадка с водичкой. Поехали. Давай. Ух ты! Поехали! Тут же можно позаниматься акваэробикой. Весело проведя первую половину дня на территории отеля, мы отправились на соседний пляж Ката. Стоимость такси из отеля до пляжа составила 140 бат. Пляж Ката. Небольшой пляж с отличным видом на соседний островок. Пляж также весь усыпан лежаками. Волны здесь уже были поменьше, чем на Короне, но тоже были. Пляж тут тоже песчаный. Никаких камней на входе в море не было. Отдыхающих здесь уже поменьше, чем на Короне. Из минусов только то, что вся первая линия – это частные отели, и нет ни одного магазина. Так что если нужно будет купить что-то, придется обойти весь пляж, выйти на вторую линию, купить пиво, мороженое и пару фруктовых коктейлей, и также в обход вернуться обратно. Да даже если вы остановились на Кате, просто чтобы пройти на пляж, вам тоже придется обойти всю вторую линию. Вдоволь накупавшись, мы отправились в самый популярный район Пхукета, и это Патонг, на всеми известную Бангла-Роуд. Днем это самая обычная дорога, по которой свободно ездят машины, ну а с наступлением вечера дорогу перекрывают, и тут уже ходят толпы туристов. Там улица разврата, грешная улица. Мне не страшно, дочка вот закрыла. Мне уже страшно. Мы на самой развратной улице Таиланда. Ты боишься поддаться искушению? Я стойкий боец. А чего Меня так страшно? А чего не страшно? поддать. Как мы себе представляли эту улицу? Мы думали, что она будет заполнена местными ледибоями, которые ходят в своих ярких нарядах и заманивают к себе проходящих мимо туристов. На деле же это оказалась обычная барная улица с уставшими местными тайцами. По факту такие улочки есть в каждом туристическом районе Пхукета, просто они менее распиарены. Вот и настал день поехать на одну из популярных экскурсий. Мы выбрали направление острова Пхи-Пхи и Бамбу. Отправились к островам на спидботе. И это было главным разочарованием всей экскурсии, так как там очень маленькие иллюминаторы и находятся они выше вашей головы. А вставать во время движения лодки было запрещено. И так весь день передвигаясь от одного острова к другому, мы просто смотрели на остальных скучающих туристов. Сама же экскурсия была очень скомканная. Нас постоянно торопили, пугали тем, что если кто-то опоздает, то лодка уплывет без него. И это очень обидно, ведь сама экскурсия была довольно дорогой. Стоимость за одного человека составила порядка $60. Первая локация в нашей экскурсии была лагуна Майя Бэй.
Та самая лагуна из фильма «Пляж». Это просто какой-то кошмар. Вам дают 30 минут на все про все. Кругом толпы туристов. Быстро идем к пляжу. Купаться запрещено. За этим следит местная охрана. Делаем пару фоток и нужно возвращаться обратно к точке сбора. Далее мы отправились в лагуну Пеле. Чтобы покупаться там 15 минут. По словам гида, вода там обладает эффектом омоложения. Однако от такого количества приплывающих туда лодок эффект может быть обратным. Далее отправились на обзорную экскурсию бухты обезьян-крабоедов, которые из-за большого наплыва туристов обленились и теперь за крабами не охотятся, а ждут угощений от туристов. Посмотрели на обезьянок 5 минут и двигаемся дальше. Наконец, что-то стоящее. Бухта Лос-Ама. Здесь был снорклинг порядка 40 минут. Хоть покупались, посмотрели на наших любимых рыбок-абудебдуфов, на морских ежиков. И отправились дальше на обед на остров Пхипхидон. Очень быстрый обед, прям очень быстрый. Сам остров очень красивый и хотелось остаться на нем подольше. Конечно же, Соня очень расстроилась, что мы не остались на острове. Но впереди нас ждал еще один остров. Это остров Бамбу, или как его еще называют, остров Баунти. Там-то Соня уже накупалась вдоволь. Кристально чистая вода и отсутствие волн и вправду райское наслаждение. Видишь волны? А это что? Да это маленькие волнушки. Наконец-то довольный человек, не видит кафанбот. Вот это... Вот это крикуша-каркуша. В завершении экскурсии нас отвезли к острову Майтон. Раньше остров был частным, но сейчас остров стал открыт для посещения туристов. Недалеко от острова раскинулся красочный коралловый риф, где можно встретить множество разноцветных рыбок, морских ежей и других интересных жителей моря. Пляж Катаной. Очень красивое место. Тут нет шума и суеты города. Дорога, ведущая к этому пляжу, здесь же и заканчивается. Благодаря своему тупиковому расположению и слабой инфраструктуре, туристов здесь не так много. Пляж небольшой, но здесь можно разместиться как на мягком песочке, так и на шезлонге. Ну, конечно, волны здесь были очень суровые. Любителям серфинга это место придется по душе. Отдых в Таиланде. В общем, впечатления об отдыхе остались положительные, но почему-то есть чувство, что на каждом шагу с туристов хотят содрать побольше денег. Ну а сама природа, климат, море, огромное количество пляжей – все это, конечно же, очень понравилось. Соня даже уезжать не хотела. Что тебе здесь нравится? Все. Все, а больше всего водичка или мороженое. Водичка и мороженое. А еще что не нравится? Еще нравится купаться с лосядом и белесом. Пока-пока.